Юго-Восточная Азия. Евразия при всех своих необъятных размерах все же имеет границы. Северная оконечность самого большого материка на планете берет начало далеко за полярным кругом, а южная его часть совсем немного не доходит до экватора Земли. Но Азия, помимо своей материковой части, включает в себя и огромную цепь больших и малых островов, доходящих до Австралии и образующих самый большой архипелаг в мире – Малайский архипелаг. Таким образом, всю Юго-Восточную Азию можно условно разделить на две части – материковую и островную. Материковую часть Юго-Восточной Азии составляют полуостров Индокитай и Малакский полуостров. На них расположено 5 государств – Мьянма, Таиланд, Камбоджа, Лаос и Вьетнам. На островной части Азии находятся островные государства Индонезия, Восточный Тимор, Филиппины, Малайзия, Бруней и город-государство Сингапур. До Второй мировой войны все эти страны, за некоторым исключением, были европейскими колониями. Времена меняются. Теперь отдельные колониальные страны по многим показателям обогнали своих бывших хозяев, а другие к ним стремительно приближаются. Разберем более подробно этот отдаленный от нас регион, расположенный по обе стороны экватора. Поехали! Юго-Восточная Азия – регион с жарким и достаточно влажным климатом. Здесь нет пустынь и засушливых территорий. Вся Юго-Восточная Азия находится в экваториальном и субэкваториальном климатическом поясе. В настоящее время по уровню жизни страны Юго-Восточной Азии очень сильно различаются. Восточный Тимор, Мьянма, Лаос и Камбоджа относятся к группе наименее развитых стран. С другой стороны, Сингапур – одно из самых высокоразвитых государств мира. Уникальный пример быстрого превращения бедной страны в высокоразвитое государство. Малайзия, Таиланд, а за ними Индонезия и Филиппины вошли в группу новых индустриальных стран со средним уровнем жизни и доходов, с новой промышленностью, ориентированной на экспорт. В последние годы по этому пути быстро развивается и Вьетнам. Все страны Юго-Восточной Азии имеют смешанное население со сложным национальным и религиозным составом. В Юго-Восточной Азии существует региональное интеграционное объединение АСЕАН, объединяющее все страны региона, кроме Восточного Тимора, который очень стремится туда попасть. Политический строй в государствах Юго-Восточной Азии очень различен. Филиппины, Таиланд, Индонезия и Восточный Тимор – демократические государства, ориентированные в развитии на западный мир. Вьетнам и Лаос – социалистические государства с диктатурой компартии, при этом проводящие рыночные реформы по китайскому образцу. Мьянма в настоящее время военная диктатура. Сингапур и Малайзия – уникальные примеры диктаторских стран с достаточно развитой рыночной экономикой. Промышленный локомотив региона – это бесспорно Индонезия. Она входит в десятку стран мира с самым высоким показателем ВВП. На территории страны есть различные залежи полезных ископаемых. Здесь хорошо развита обрабатывающая промышленность. Индонезия, к тому же, и крупнейшее островное государство в мире. Через ее территорию проходят все основные торговые пути из Тихого в Индийские океаны. Индонезия включает в свой состав 17 804 острова, из которых примерно 6 тысяч населенные. Основные острова Индонезии – Суматра со скалистыми горами, Калимантан с торфяной почвой, Сулавеси, покрытый джунглями и горами так же, как и Новая Гвинея. И, наконец, остров Ява с его невероятно плодородными равнинами и даже плодородными горными местностями. Такое плодородие почвы
Связывают ко всем прочим факторам содержанием вулканического пепла и многих полезных для растений минералов в его составе. Вулкан Кракатау находится в Зондском проливе, между островами Ява и Суматра. В 1883 году произошло катастрофическое извержение этого вулкана библейских масштабов. Сила взрыва вулкана оценивается в 100-200 мегатонн тротила, что более чем в 10 тысяч раз превышает силу взрыва ядерного удара по Хиросиме. Вулкан буквально разорвало. Индонезия расположена на стыке евразийской и австралийской литосферных плит. По этой причине здесь очень часто происходят землетрясения и извержения вулканов. Недалеко от образовавшегося нового вулкана сына Кракатау располагается остров Ява. Это самый населенный остров в мире. Даже лучше сказать, перенаселенный. Численность населения только этого острова больше, чем в России, приблизительно 148 миллионов человек. Вообще Индонезия имеет самую большую численность населения в регионе с большим отрывом от остальных стран, а также Индонезия – четвертая страна в мире по численности населения. Правительство Индонезии постоянно предпринимает усилия для расселения граждан страны по другим островам, например, на остров Новая Гвинея, который является вторым по величине островом в мире после Гренландии. С точки зрения географии, остров Новая Гвинея к Азии не относится, а относится к Океании, условного обозначения большого скопления островов около австралийского материка. Остров Новая Гвинея разделен между двумя государствами – Индонезия и Папуа-Новая Гвинея по 141 градусу восточной долготы. И, конечно же, тут не обошлось без колониальных европейцев, а точнее Голландии, Великобритании и Германской империи. Вообще, прямая граница между государствами обычно обозначает, что эти земли делили как пирог кто-то извне. Естественная межгосударственная граница, формировавшаяся столетиями, такой быть не может. Поэтому с политической точки зрения юго-восточная оконечность Азии имеет такой вид. Малукские острова – это родина многих пряностей – гвоздики, корицы, мускатного ореха. Ради получения этих пряностей, имевших огромную ценность в Европе и не только, европейцы пересекали океаны и стремились открыть эти земли, а впоследствии колонизировать. Все земли Юго-Восточной Азии, кроме современного Таиланда, были со временем колонизированы. На территории Малайского архипелага разделяли и властвовали голландцы. Голландская Ост-Индия с ее богатыми запасами нефти и других полезных ископаемых считалась жемчужиной в короне голландской колониальной империи. Просуществовала колония до вторжения Японской империи. Вообще Японии удалось захватить без малого всю Юго-Восточную Азию. Во время Второй мировой войны японская пропаганда выдвинула лозунг «Азия для азиатов» и провозгласила своей целью освобождение азиатских народов от западного колониализма, в первую очередь британского и французского. Сначала много народов их встречало как освободителей от белых захватчиков, пока не поняли, что пришел кто-то пострашнее. В наше время Индонезия по ВВП обогнала и Великобританию, и Францию, и уж тем более своих бывших колонизаторов голландцев. С другой стороны, хоть Индонезия и относится к новым индустриальным странам, уровень жизни здесь намного ниже европейских стран и даже Китая. Столица Индонезии – Джакарта – промышленный, культурный и политический центр страны. Агломерация Джакарты по численности населения вторая в мире после токийской. Индонезия решилась на смелый шаг. Перенос столицы в новый, отстроенный с нуля город на острове Калимантан, при том, что на этом острове находится еще два государства – Малайзия и Бруней. Связано это с тем, что Джакарта слишком быстро растет. Нынешняя столица находится очень низко над уровнем моря.
Интенсивный забор грунтовых вод для нужд города и бурная высотная городская застройка также способствуют оседанию почвы. Джакарту постоянно топит в сезон дождей, усугубляя и без того ужасный городской трафик. Нусантара. Так будет называться новая столица Индонезии. Проект амбициозный и, пожалуй, самый масштабный в Юго-Восточной Азии на сегодняшний день. По задумке, Нусантара должен стать высокотехнологичным городом будущего, окруженный джунглями. Перенос столицы должен дать толчок в развитии инфраструктуры всего острова, а также перераспределению плотности населения территории страны. Большинство жителей Индонезии исповедуют ислам суннитского толка. Также в меньшей степени в стране исповедуют христианство и индуизм. Индусы здесь в основном живут на Бали. Существует проблема христианского меньшинства в Индонезии, на Малукских островах Индонезийской Новой Гвинеи, где возникали конфликты на религиозной почве. Почти на всем острове Тимор распространен католицизм. Особенно христианство распространено на территории Восточного Тимора, независимого от Индонезии государства. После Лиссабонского договора у Португалии сохранились только крошки от большого колониального азиатского пирога. Одной из них был Восточный Тимор. Но революция Гвоздика на 1974 года в Португалии запустила процесс освобождения ее колонии. После того, как в конце 1975 года Восточный Тимор провозгласил свою независимость от португальцев, через 9 дней Индонезия вошла на его территорию и, в свою очередь, провозгласила его провинцией Индонезии. Последовали репрессии, особенно тех, кто был лоялен к коммунизму. Сопротивление Восточного Тимора ушло в подполье. Велась партизанская война, теперь уже против индонезийской власти. Вторжение и подчинение Восточного Тимора стали серьезным ударом по репутации Индонезии в мире и международному доверию к ней. В 1999 году под давлением ООН в Восточном Тиморе был проведен референдум по вопросу самоопределения. В результате 78% населения высказались за независимость. В 2002 году Восточный Тимор после переходного периода стал свободной страной. Экономика страны была разрушена в ходе 23-летней гражданской войны. Восточный Тимор – слаборазвитое аграрное государство. Однако в Тиморском море найдено несколько крупных месторождений нефти и газа. Запасы только одного из них, Баю-Ундан, оцениваются в $3 миллиарда. Экономика страны после получения независимости достаточно успешно развивается, и страна постепенно приходит в себя. Учитывая малую численность населения и феноменальный рост бюджета, эта страна может очень быстро взлететь. Ее ВВП на душу населения уже выше многих по региону. Помимо Восточного Тимора, христианство в Юго-Восточной Азии распространено на Филиппинах. Кругосветное путешествие Магеллана, побывавшего на этих островах, дало начало дальнейшей колонизации этих земель. Испанская колонизация продлилась здесь до конца XIX века, пока США не вмешались в ход событий. После Испано-Американской войны США захватила Кубу, Пуэрто-Рико и Филиппины. Американское правительство пообещало филиппинскому народу провозгласить Филиппины независимой державой. Однако после Филиппино-Американской войны США не предоставила им обещанную независимость. Филиппинские острова стали зависимой территорией США. В свою очередь, Япония нанесла сокрушительный удар по силам США и заняли Филиппины во Второй мировой войне. Фактически Филиппинам была окончательно предоставлена независимость только после окончания Второй мировой войны в 1946 году. На данный момент Филиппины являются молодой индустриальной страной, но аграрный сектор до сих пор имеет большое влияние на экономику страны. Филиппины в основном экспортируют полупроводники, электронику, нефтепродукты, кокосовое масло и фрукты. 6 стран, в том числе и Филиппины, имеют взаимный спор с Китаем о принадлежности крошечных по территории, но огромных по значению островов Спратли в Южно-Китайском море. В
Вообще, Южно-Китайское море, богатое своими биоресурсами и большими залежами углеводородов, является яблоком раздора всех стран, расположенных в его акватории. И эта тема достойна отдельного выпуска. Крупным конфликтом на религиозной почве в регионе является сепаратистский конфликт на островах Минданао, Басилан и Хола. В южной части страны живет народ Мора, который исповедует ислам и пытается выйти из состава Филиппин. Есть несколько повстанческих группировок Национально-освободительный фронт Мора, Исламский освободительный фронт Мора, Абу Сайяф. Все эти организации вели партизанскую и террористическую борьбу за отделение мусульманской части Минданао, но без особого успеха. Неподалеку от этих островов расположена Малайзия, государство, состоящее из двух частей, разделенных Южно-Китайским морем. Западная Малайзия занимает южную оконечность полуострова Малакка. С прилегающими островами, граничит с Таиландом на севере, имеет также морские границы с Сингапуром и Индонезией. Здесь же находится и столица государства Куала-Лумпур. Восточная Малайзия, расположенная на Калимантане, и менее развита, чем западная. Плотность населения Восточной Малайзии в 3 раза ниже средней плотности по стране, так как на ее территории, занимающей 61% от площади страны, проживает только 21% населения. Обладая качественной, но дешевой рабочей силой, Малайзия стала сборочным цехом многих компаний, в основном японских. В настоящее время сельское хозяйство является второстепенным сектором экономики Малайзии и занимает всего 7,3% от общего ВВП. В Малайзии провозглашена религиозная свобода, но официальной религией является ислам, который исповедует 60% населения. Вопросы, связанные с расторжением брака и наследованием, мусульмане решают в шариатских судах, и светские суды не имеют права пересмотра их решений. На острове Калимантан находится еще одно небольшое государство, окруженное территорией Малайзии. Это Бруней. Его еще неформально называют исламским Диснейлендом за стабильность и процветание. С физических лиц здесь не взимают налоги и коммунальные платежи. Главой государства является султан Хасанал Балкиах. Он же религиозный лидер мусульман страны. С 2014 года страна живет по законам шариата. Султан привык жить на широкую ногу. Ходят легенды о растратах правителя. Численность населения Брунея всего 460 тысяч человек. В сравнении в одном только городе-государства Сингапуре людей в 13 раз больше. Но Бруней не торопится увеличивать массовое население извне, придерживаясь жесткой миграционной политики. В 1984 году была провозглашена полная независимость Брунея от Великобритании. Благодаря богатым запасам нефти и газа Бруней занимает одно из первых мест в Азии по уровню жизни. Нефтяные богатства позволяют правительству Брунея обеспечивать население одной из лучших в Азии системы здравоохранения. Но нефтяные запасы такого маленького государства не бесконечны, и Диснейленд со временем может закончиться. Максимальные доказанные запасы нефти Брунея были зафиксированы в 1980 году и равнялись 1 миллиард 800 миллионов баррелей. В 2007 году запасы были равны уже 1 миллиард баррелей. С того момента по наше время запасы подозрительно не изменялись. Сингапур еще один небольшой сосед Малайзии. Этот остров находится южнее Малакского полуострова. Сингапур хорошо известен как пример азиатского экономического чуда. Один из 4 азиатских тигров. Стран, показавших резкий рост экономики во второй половине 20 века. Многолетний лидер Сингапура Ли Куан Ю подобрал такую модель управления городом-государством, что за 50 лет независимости Сингапур смог превратиться в одну из наиболее развитых и прогрессивных стран в мире. А он стал премьером в те времена, когда Сингапур еще был британской колонией. В 1963 году в результате референдума этот город стал частью Малайзии. Но в 1965 году Сингапур провозгласил независимость.
Выход Сингапура оказался относительно безболезненным, поскольку руководство Федерации считало, что его перебывание в составе Малайзии сильно нарушает этнический баланс в пользу китайского населения. Уникальное отличие стран Юго-Восточной Азии является наличие крупной китайской диаспоры – Хуацао, которая играет огромную роль в экономике региона. Этнические китайцы контролируют основную часть экономики Сингапура и Малайзии, очень большую часть экономик Индонезии, Таиланда и Филиппин. В странах Юго-Восточной Азии происходят периодические ксенофобские волнения, направленные против доминирования китайцев в экономике, чем-то напоминающий европейский антисемитизм начала 20 века. На данный момент Сингапур – вторая в мире страна по плотности населения после Монако. Сингапур стал намного больше, чем просто крупный портовый город в Южно-Китайском море. Здесь хорошо развитая нефтехимическая отрасль, фармацевтика и производство электроники. К тому же Сингапур – это мощнейший финансовый хаб, куда стекаются огромные инвестиции со всего мира. Западная часть Малайзии находится в Индокитае. Свое весьма заурядное название полуостров получил от жителей Европы. Во времена многочисленных путешествий в Азию и последующих экспансий французы и англичане нашли, что в черте лиц местных жителей есть что-то от индийцев и что-то от китайцев, а также схожесть культуры как с Индией, так и с Китаем. Вот почему было принято именовать эти земли Индокитай. Здесь у народов похожая письменность, сродные религии, в некоторых местах общие традиции и верования, но для местных жителей же каждое отличие весьма значимо. В наше время страны-соседи уважают друг друга, хотя границы у них весьма необычны, но любые споры не переходят в военные действия. Страны Индокитая, как никто другой, ценят мир, так как у жителей этого многострадального полуострова на генетическом уровне отпечаталось время войны. И ролик теперь пойдет в другом ключе. До Второй мировой войны Индокитай был под властью Франции и Великобритании и был разделен на французский Индокитай, на британскую Бирму и британскую Малайю. Таиланд – единственная страна, которая не была колонизирована, хотя попытки у Великобритании, конечно, были, и части земель Таиланд лишился. Позже решено было оставить эту страну в качестве буферной зоны между французской и британской колониями. К тому же, по договору с Францией, Таиланд также отдавал свои территории нынешнего Лаоса французскому Индокитаю. Далее на полуостров пришла Японская империя, установив свои не менее жесткие порядки. После соглашения Японии и Франции у Камбоджи, Лаоса и Вьетнама стало два хозяина. Когда же во Второй мировой Япония капитулировала, Франция не спешила покидать полуостров, а всеми силами цеплялась за столь лакомый кусок колониального пирога. В 1946 году началась Первая Индокитайская война Франции со своими колониями на территории нынешних Лаоса, Камбоджи и особенно во Вьетнаме. В самом Вьетнаме Первая Индокитайская война известна как война сопротивления. Франция вела войну при поддержке местных союзников, а также США и Великобритании. Демократическая республика Вьетнам со своим лидером Хо Ши Минем вела войну при поддержке Китая и СССР. Жертвы росли, силы заканчивались, и стороны подписали соглашение о разделении Вьетнама по 17-й параллели на два независимых государства с последующим референдумом о воссоединении. На Демократическую Республику Вьетнам со столицей в Ханое, на севере выбравшая путь коммунизма, а также на государство Вьетнам со столицей Сайгон, на юге примкнувшее к лагерю западной демократии. Таким образом, война за независимость во Вьетнаме переросла в очередное столкновение миропорядка коммунизма и демократии Запада. Далее театр военных действий Холодной войны перенесся в Корею. И без того ослабленный народ Вьетнама остался разбираться со своими противоречиями и копить силы. Обещанный референдум по воссоединению Вьетнама так и не состоялся. Далее Франция, так сказать, передала свои бразды правления Южным Вьетнамом США. В будущем Вьетнам ждала куда более жестокая, беспощадная
и печально известная война Вьетнама с США, которая достойна отдельного выпуска. Если вам интересна тема войны во Вьетнаме, или вы хотели бы увидеть ролик про какие-то другие конфликты в этом регионе, пишите в комментариях. Очень интересно ваше мнение. После ухода войск США из Вьетнама и победы вьетнамских коммунистов в 1975 году, которое привело к воссоединению двух частей Вьетнама, политика Китая по отношению к своему южному соседу стала меняться. Вьетнам сильно сблизился с СССР, на тот момент уже противником Китая. Вьетнам стал расширять свои сферы влияния в регионе и вторгся в Камбоджу для свержения кровавого режима Пол Пота, ярого союзника Китая, и осуществил задуманное в течение 2 недель. Вьетнам расправил плечи и начал предъявлять претензии Китаю по разграничению Танкинского залива. Начались взаимные провокации на границе стран. За несколько дней до начала войны глава КНР Дэн Сяопин впервые отправился с официальным визитом в США, где сделал свое знаменитое заявление о том, что Китай собирается преподать урок Вьетнаму. Около 4:30 утра 17 февраля 1979 года Китай ввел свои войска на территорию Вьетнама. Началась китайско-вьетнамская война, длившаяся 1 месяц. После того, как китайское наступление увязло, Дэн Сяопин приказал вывести китайские войска с территории Вьетнама. По окончании военных действий обе стороны признали себя победителями. Но все же, как считают эксперты, Вьетнам победил больше. Китай таки не преподал свой урок Вьетнаму, но обе стороны из этой войны вынесли серьезные выводы. Так Вьетнам планомерно сначала выдворил со своих земель французов, потом американцев, а в конце дал решительный отпор Китаю. В настоящее время во Вьетнаме произошла частичная либерализация экономической системы и значительное расширение контактов с зарубежными странами при некотором ослаблении партийного контроля над всеми сферами общественной жизни. Во Вьетнаме очень дешевая рабочая сила. Люди здесь ответственные и старательные. В страну уверенно заходят мировые бренды, в большинстве своем мигрируя из Китая. В последнее время Вьетнам уверенно развивается и занимает свою нишу в мировом разделении труда. Западнее Вьетнама расположена Камбоджа. Долгое время отношения между двумя странами были напряженными в связи с многочисленными территориальными спорами. Но в 2012 году Вьетнам и Камбоджа отпраздновали демаркацию последнего отрезка границы. Теперь территориальные споры между странами улажены. Большое возмущение в Камбодже вызвало присоединение к территориям Вьетнама дельты Меконга, населенную кхмер-кромами, но со временем волнения угасли. В 1953 году Камбоджа получила независимость от Франции. Согласно Женевским соглашениям 1954 года, завершившим колониальную войну Франции в Индокитае, Камбоджа провозгласилась нейтральной страной. Но по ходу эскалации Вьетнамской войны после государственного переворота Камбоджа все же была втянута в нее. США не простили помощь Северному Вьетнаму, которую она оказывала. Через территорию Камбоджи и Лаоса проходила логистика сил Северного Вьетнама с вьетконговцами, так называемая тропа Хо Ши Мина. По окончанию военных действий Камбоджа понесла огромный ущерб. 80% промышленных мощностей разрушено, 40% дорог и 30% мостов уничтожено. Далее шло несколько государственных переворотов, которые истощили без того не оправившуюся страну. В наши дни королевство Камбоджа – это конституционная монархия с унитарным устройством и парламентской формой правления. Экономика Камбоджи базируется на производстве одежды и на туризме. Камбоджа после окончания гражданской войны начала привлекать большое количество иностранных туристов. Главной достопримечательностью страны стал храмовый комплекс Ангкор-Ват, который изображен на ее флаге. Храм был посвящен индуистскому богу Вишну. Комплекс считается самой большой культовой постройкой в мире. Поражает сложность и размах этого строения. Ирригационная система Ангкора буквально пронизана искусственными каналами. Сам храм четко расположен по сторонам света. По всему храму встречаются точные углы в 90 градусов, выдолбленные из камня, золотые сечения Фибоначчи и так далее. Считается, что построили этот храм
предки кхмеров. На данный момент кхмеры составляют 97% от населения страны. Основная религия в Камбодже – это буддизм, который ранее вытеснил индуизм. В настоящее время между Камбоджей и ее соседом Лаосом установились крепкие дружеские отношения. Лаос, как и Камбоджа, за поддержку Северного Вьетнама США забросали бомбами во время Вьетнамской войны. Во время войны на Лаос было сброшено 250-260 миллионов бомб. Согласно статистике международных организаций, 80 миллионов бомб не взорвались и до настоящего момента. Они служат причиной травм или гибели тысяч людей. Молодая страна была в мощнейшем упадке. На данный момент Лаос – аграрная страна. 80% работающих заняты в сфере сельского хозяйства. Почти треть экспорта Лаоса – это экспорт меди. В Лаосе однопартийная система, управление страной осуществляет Компартия. Постепенно Лаос открылся для всего мира. Он нормализовал отношения с США. Страну начали для себя открывать иностранные туристы. Крупнейший город Лаоса, его экономический центр и официальная столица – Вьентьян. Также это и самая маленькая столица Юго-Восточной Азии. Вьентьян – это не мегаполис наподобие Бангкока и Куала-Лумпура, а скорее небольшой провинциальный городок. Здесь нет бешеного трафика, и люди не бегут куда-то, сломя голову, как в других мегаполисах. Лаос – это гремучая смесь колониальной культуры с хрустом французской булки, строгой приверженности буддизму и аскетизма коммунистической идеологии. С Таиландом до недавних пор у Лаоса были натянутые отношения. Была свежая память о Вьетнамской войне, в которой Таиланд активно выступал на стороне Южного Вьетнама и предоставлял США свои военно-воздушные и военно-морские базы для бомбардировок, получая при этом серьезную материальную помощь от США. На данный момент форма правления в Таиланде – конституционная монархия. Экономика Таиланда сильно зависит от экспорта. На него приходится более половины ВВП страны. Основными экспортными товарами являются машины, оборудование и электроника. В Таиланде в большом количестве собирают автомобили известных японских и корейских марок для отправки на экспорт. Туризм приносит значительный доход в экономику Таиланда и составляет примерно 16-18% от ВВП страны. В Таиланде в основном исповедуют буддизм. В столице страны расположен храм Изумрудного Будды, считающийся самым священным местом в Таиланде и одним из красивейших храмов. Кстати, официальное название Бангкока занесено в Книгу рекордов Гиннесса как самое длинное в мире географическое название. Каждый житель страны должен знать его наизусть. В 2021 году в стране начались протесты и волнения против правительства премьер-министра Праюта Чан-о-Ча. К ним позже добавились требования о реформе тайской монархии, никогда раньше не звучавшие. Новый король Таиланда, Рама X, пользуется далеко не такой народной любовью, как его отец Рама IX. Практически одновременно начались протесты в соседней стране Мьянме. Между тайскими и бирманскими протестующими была солидарность. Однако в то время как тайские протесты, несмотря на их значимость, носили в основном мирный характер, бирманские протесты были встречены жестокими репрессиями. Жители Мьянмы были недовольны новым правительством, пришедшим к власти в результате государственного переворота, устроенного военными во главе Мин Аун Хлайн. Лидера правящей партии Аун Сан Су Чжи поместили под домашний арест. Леди Бирма. Это прозвище дала Аун Сан Су Чжи мировая общественность за ее демократические взгляды в прошлом, когда она еще не была у власти. Леди провела под домашним арестом по разным обвинениям 15 лет в течение 1988-2010 годов. Ее ставили в один ряд с Нельсоном Манделой. Под давлением международной общественности власти Мьянмы освободили ее из-под стражи. Леди Бирме вручили Нобелевскую премию мира и другие регалии. Ее любил народ, и она так или иначе постепенно пришла к власти. Но дальше началась совсем другая история. Геноцид мусульман. На юго-западе страны живет мусульманский народ Рохинджа, исповедующий ислам. Власти Мьянмы
считают их бенгальскими беженцами из Бангладеш, а не гражданами своей страны. Народы Рохинджа считают себя коренными жителями этой земли. Исторически этот народ живет на этих территориях как минимум со времен британских Бирмы. Страна получила независимость в 1948 году и тут же погрузилась в хаос. После обретения независимости от Великобритании в штате Ракхайн обострились сепаратистские настроения. С тех пор этот конфликт тлел, и население штата планомерно поляризировалось. Ситуация обострилась в 2012 году. Начались этнические чистки. Волнения прокатились по всей стране. Соседняя страна Бангладеш, в которой ислам основная религия, как и другие страны, осудили действия правительства буддийской Мьянмы. При содействии Бангладеш только с 2017 года конфликт почти затих, но не раньше. Что касается леди Бирмы, новые власти 15 августа 2022 года приговорили ее еще к 6 годам тюрьмы по обвинениям в коррупции, доведя общий срок наказания до 17 лет тюрьмы. Всеобщие выборы в Мьянме должны пройти в 2023 году. Мьянма – одна из беднейших стран региона, центр азиатского криминала и второй в мире производитель опиума в мире после Афганистана. Глубочайший экономический и политический кризис в стране продолжается. Юго-Восточная Азия на данный момент, пожалуй, самый перспективный регион в плане мировых инвестиций. Страны пережили свое колониальное прошлое, но не забыли о нем. Государства в этом регионе после обретения независимости осознали себя, определили себя, подняли голову и пошли вперед по разным дорогам, но в одном направлении. Вот как-то так, ребята. Если ты досмотрел этот ролик до конца, поделись своими мыслями, что ты о нем думаешь. Весь материал в ролик не поместился, так что остальное смотрим и читаем в Телеграме. С вами был канал Просветись.